Всем привет! Сегодня готовим банановое мороженое всего из трех продуктов. Делается все легко и просто, а получается так вкусно, что от магазинного мороженого, думаю, вы откажетесь. Итак, для начала нам понадобится два спелых банана. Они у меня вот такие вот уже, можно сказать, что почерневшие. Такие бананы в мороженом нам очень хорошо передадут свой вкус и аромат. Очищаем их от кожуры. Далее берем большой стакан, в моем случае это стакан от блендера, или же литровую банку. Вот так вот разламываем бананы на кусочки и отправляем их в этот стакан. К этим бананам мы будем добавлять сгущенное молоко. Я использую вот такое вот сгущенное молоко. У нас оно очень хорошее, очень качественное, и нам понадобится ровно полбанки. Примерно это 160-180 грамм. Как вы видите, этих полбанки сгущенки я уже отправил в стакан к бананам. Далее берем погружной блендер и очень хорошо нужно перебить бананы со сгущенкой. В итоге так, чтобы у вас получилось как будто бы очень густое молоко. Бананы со сгущенкой отставляем на несколько минут в сторонку, пускай они подождут своего времени. Дальше, друзья, нам понадобится глубокая тарелка и одна упаковка 500 грамм сливок жирностью 33%. Сливки полностью все 500 грамм отправляем в глубокую тарелку. Берем миксер и вначале на маленьких оборотах, затем постепенно увеличивая их до максимальных, взбиваем сливки до пышноты, так чтобы они держались на венчике. У вас получится очень вкусный крем. Одно такое маленькое предупреждение. Перед тем, как будете взбивать сливки, будете готовить мороженое, сливки и сгущенку нужно будет установить в холодильник минимум на 3 часа. Они должны быть хорошо охлажденными. Когда будете взбивать сливки, смотрите, не перестарайтесь, чтобы они у вас не превратились в масло. Ну и вот посмотрите, сливки я взбиваю вот до такого вот состояния. Они хорошо держатся на венчике. До такого состояния я взбивал сливки примерно около 5 минут. Затем берем стакан со сгущенкой и бананами и на средних оборотах миксера продолжаем взбивать сливки и небольшой струей добавляем нашу жидкость со сгущенкой и бананами сюда же в сливки. Ну и после того, как все бананы со сгущенкой вы отправили к сливкам, включаем максимальные обороты и взбиваем еще примерно 1 минуту, чтобы масса стала однородной, чтобы полностью весь вкус распределился очень хорошо по сливкам. И после этого можно сказать, что наше приготовление уже закончено. После того, все, что у нас получилось, можно будет разливать по любых формочках, которые вы только для себя придумаете. Я же буду использовать вот таких вот два вафельных коржа и кондитерское кольцо. По кругу кондитерского кольца я приклеил на подсолнечное масло пищевую пленку, которая предназначена для заливных тортов. Подгоняем кондитерское кольцо по диаметру вафельного коржа. Ну а сейчас полностью всю массу можно смело отправлять наверх на вафельный корж. Но вначале я залью один кофейный стаканчик. У нас получится мороженое в стаканчике. Только затем полностью все, что у меня осталось, поверьте, здесь будет очень много, я отправляю наверх на вафельный корж. Не переживайте, жидкость у нас слишком густая, она не повытекает из этой формочки. Ну и в самом конце берем второй вафельный корж и накрываем нашу форму. Немного вот так вот все хорошо прижимаем, так сказать уплотняем, чтобы вафельный корж очень хорошо пристал к самому мороженому. И после этого отправляем наши изделия в морозильную камеру минимум на 5 часов. Ну а потом посмотрим, что же у нас получится. Итак, мороженое у меня простояло в морозильной камере всю ночь и посмотрите, оно застыло очень хорошо. Верхний слой почему-то всегда получается вот таким вот волнистым. Снимаем аккуратно форму, разрезаем все на порционные куски. Смотрите, мороженое вначале будет разрезаться немножко сложно, потому что оно хорошо замерзло. Ну и вот посмотрите, в разрезе очень хорошо видно присутствие банана в этом мороженом. Ну и остается только пробовать. Я уверяю вас, друзья, что после того, как вы его попробуете, в магазине вы мороженое покупать не будете. Такого вам в магазине не продадут. Делается все легко и просто, а получается обалдеть как вкусно. На этом у меня на сегодня все. Если вам понравился такой вот необычный рецепт, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если что-то не понравилось, пишите в комментариях, что именно вам не понравилось. Пробуйте приготовить, я уверен, будет все очень вкусно. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.